Друзья, всем привет! Это Александр и Большая Камбоджа на связи. Эпи, привет, передавай. Всем привет. Мы едем покупать самый запрещенный фрукт в мире. Этот фрукт называется дуриан. Сейчас мы его купим и будем разделывать. Так, как видите, трафик у нас на районе совсем плох, потому что перекрыли дорогу, и все грузовики едут по этой теперь дороге. Раньше здесь можно было ехать нормально, сейчас совсем плохо. Вот так у дороги стоит машина и продается дуриан. Дуриан — это дерево с толстым стволом, достигающим 40 метров в высоту. Созревая, плод достигает 30 сантиметров в диаметре. При таких размерах масса фрукта может достигать 8 килограмм. Растение предпочитает теплый и очень влажный климат. Оно произрастает в тропическом поясе. Фрукт выращивают в Таиланде, Камбодже, Австралии, Малайзии, Шри-Ланке, Африке, Вьетнаме и Бразилии. Всего насчитывается 34 вида дуриана, но съедобными из них считается только 9. Сейчас 5 часов вечера, и вот все торговцы начинают выезжать. Вот тут, кстати, продается джеффрут уже почищенный. Сколько стоит килограмм? $6 стоит килограмм. В среднем плоды вот по 3, по 4, по 5 килограмм. И самое главное, его еще купить нужно, чтобы он был спелый. Если он не спелый, то он не такой вкусный. Вот это крупный мы взяли как раз. Она спрашивает, главное, чтобы был вкусно, ребята. Проверяем. Хороший? А from where? Откуда? Так, недалеко от Сиан-Рипа, в той стороне. Вот так нам его упаковывают. Упаковывают в корейскую газету с корейскими. Так, $26. $26, 4,5 килограмма. Итак, друзья, запрещенный фрукт уже дома. Должен быть вкуснейшим. Сейчас мы его уже начнем вскрывать. Сама по себе вот его
Оболочка достаточно такая плотная, и вот эти шипы даже немножко островатые. Как бы если сильно придавить на них, тогда то чувствуется, что они могут даже проткнуть кожу. В некоторых местах вот есть достаточно острые. Итак, Эппи начинает его разрезать. Она говорит, что это у нее второй раз в жизни происходит. Сейчас посмотреть. О, ты что, боишься камеры, что ли, парень? Сейчас мама, видишь, режет. Вес. Так. И как он выглядит здесь изнутри? Вот как. Так. Вот смотрите, ребята. Вот это и есть то, что нужно кушать. Так, а где тарелка? Ну как? Вкусный или нет? Так, кладем в тарелку. Очень вкусный. Класс. Я очень сильно люблю, кстати, этот фрукт. Многие говорят, что от него запах идет какой-то. Да нормальный от него запах. Но в отелях он запрещен, во многих написано дурианом не входить. В самолет его брать нельзя. Запах, конечно, специфический, но на самом деле кто-то говорит запах каких-то там носков или еще чего-то. Я никаких носков тут, честно, не чувствую вообще. Ну и получается, это самый дорогой фрукт. Потому что вот этот 4,5 килограмма веса, $26, как вы уже знаете, мы покупали. Вот, это тоже прилично весит, вот эта его шкура. Вот так вот отделяется. Самое главное не попасть и не срезать. Самую ценную мякоть. Фрукт достаточно дорогой, поэтому его сложно купить и в России, и, наверное, в любой стране. Конечно же, он продается, но я думаю, что он, если отсюда его везут, отсюда, из Таиланда или из Вьетнама, то это все-таки достаточно будет дорогое удовольствие. Оно и здесь-то достаточно недешевое. Yes. I can open shop. Вкусный, да? Софт. Вот мне нравится мягкий он, да, вот он мягкий вот этот. Они бывают, когда недозревшие, они такие более твердые. Дуриан является натуральным энергетиком. Фрукт насыщен глюкозой и фруктозой, служащим источником энергии для организма человека. Употребляя этот плод, вы быстро восстановите силы после физической работы и спортивных тренировок. Дуриан снимает напряжение в мышцах и наполняет бодростью, избавляет от анемии и авитаминоза. Фрукт содержит железо в большой концентрации, витамины и другие полезные вещества. Он насыщает организм микроэлементами и нормализует кровотворение.
регулирует уровень сахара в крови. Несмотря на высокую концентрацию глюкозы в составе дуриана, его плод помогает избавиться от симптомов сахарного диабета и избежать обострений. Это связано с большим количеством марганца в составе фрукта. Лечит запоры, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта. Дуриан очень богат клетчаткой. Он ускоряет брожение в желудке и нормализует работу кишечника. Укрепляет иммунную систему и помогает бороться с инфекциями, устраняет головные боли. Дуриан помогает справиться даже с мигренями, снижает давление, улучшает сон, укрепляет стенки сосудов и нормализует работу нервной системы. Полотенце используется, чтобы руки не поранить об шипы. Да. Так, мама, внутри вот этого мягкого плода еще косточка находится, небольшая. Подтягивает кожу и насыщает ее питательными веществами. При регулярном употреблении дуриана ускоряется выработка коллагена и замедляется появление морщин. Укрепляет волосы и ногти, укрепляет костную ткань, насыщая минералами. Фрукт улучшает работу суставов и избавляет от боли. Поэтому дуриан рекомендуется употреблять при артрозах, ревматизме, артритах и переломах. Во многих источниках говорят, что дуриан нельзя ни в коем случае сочетать с алкоголем. Вот она. Золотая жила, вот она. Да, вот как раз вот тут получился надрез. Сейчас посмотрите, вот такая косточка внутри. А само по себе, вот он сам по себе мягкий-мягкий. Если он мягкий-мягкий, значит он очень вкусный. Ну что, все? Вот такая тарелка получилась. Наконец-то мы все это почистили. И сейчас будем пробовать. Давай, пробуй. You try, mother try. Что, вкусный? Так, вот косточку эту убираю. Мягкий, вот видите, вот мягкий весь он такой. Здесь прям такой аж разваливается весь. Очень вкусный. Вот именно этот очень вкусный. Бывают они такие плотные. Плотные мне вообще не нравятся. Плотные, скорее всего, недозревшие. А вот когда вот он такой уже такой мягкий, это самый-самый вкусный. Запах. Мне нравится запах. Я не знаю, какими тут носками пахнет. Еще раз, кто там говорит, носками, там какой-то рыбой. Нет. Обалденно. Почему его запрещают? Ну, очевидно, может, кому-то действительно этот запах не нравится. Но это король фруктов. Я так считаю, что это королевский фрукт. Вкусный, полезный. Поэтому всем рекомендую. Будете в Азии, обязательно попробуйте. В Азии есть везде. И, может быть, даже есть в той стране, где вы живете. Всем удачи. Надеюсь, было интересно. Пока. Обязательно откомментируйте. Поддержите канал. Поставьте лайк. Скоро будут новые видео. Пока.